Друзья мои, я рад вас приветствовать. Сегодня, как я вам ранее обещал, буду делать вторым способом засаливать грудинку. Сейчас я вам покажу все, что я для этого взял, и приступим к приготовлению. В этот раз смотрите, какая у меня прекрасная попалась грудинка, прямо сала много белого. Отличные, я порезал кусочки, срезал ребрышки, на суп пойдут. Здесь у меня килограмм 700 грамм. Здесь я промытую шелуху положил на низ кастрюли, сейчас в данный момент половинку. 170 грамм соли, то есть 100 грамм соли на килограмм свинины. Здесь у меня лавровый листик, 4 штучки я поломал. Перец душистый, чайная ложечка. И перец черный горошком, тоже чайная ложечка. Заметьте, здесь я чеснок не добавляю. Это все, что здесь надо. Сейчас я уложу сало на луковую подложку, на эту. Сверху засыпаю соль и все специи. И сверху уже закладываю снова луком, заливаю водичкой. Все это, чтобы водичка покрыла луковую шелуху. И ставлю на огонь на 20, не на 20, а ставлю до закипания. И кипеть будет она у меня, кипятить буду 20 минут. Прокипит. И потом буду выключать. Дальше я расскажу все. Вот я уложил один слой. Второй укладываю. Так, теперь просыпаю солюшкой. Лавровый листик. И перчик высыпаем. Теперь сверху засыпаю снова шелухой. Заливаю водой. Все, водичка у нас, считай, покрыла лук. И сейчас я ее теперь ставлю на газ до закипания, и 20 минут она у меня будет кипеть. Ну что, друзья, сальца наша 20 минут прокипела. Вот такой стал у нас рассольчик. Красивый запах, хороший, приятный. Сейчас теперь я его накрою крышечкой. И оно у меня будет стоять под крышечкой до полного остывания. Потом я его, сейчас зима у нас, я его вынесу на балкон. Сегодня погода как раз около 0. Прохладно, чтобы в холодильник не ставить. А завтра будем его доставать, обмазывать чесночком, перчиком натрем. Какой-то просто оставим такое соленое. То есть сделаем и такое, и такое. Как говорится, каждому на свой вкус. Друзья, сальца наша сварилась. Теперь оно остывает. Я тем временем хочу поблагодарить всех, кто со мной, кто подписывается на канал, кто оставляет лайки, комментарии. Хочу пожелать вам приятного аппетита. И хочу сказать, что когда сальца будет готово, я опять сделаю разрез, конечно же, и покажу вам, как оно выглядит внутри. Вот. На этом у меня сегодня все. До свидания и всего вам доброго.